Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я хочу продолжить тему, что все новое в нашем мире это хорошо забытое старое, что все в нашем мире циклично, плюс этими процессами и управляют определенные существа. Для того, чтобы мы не помнили прошлого, а значит не имели будущего, а просто повторяли ошибки прошлых цивилизаций. Так как то, что вы думаете, что вот это какие-то новшества, появившиеся в наше время, они существовали уже тысячи лет тому назад. И цивилизации, их использовавшие, просто погибли. В нашем мире есть тайное общество, которое нам снова это возвращает по крупицам, для того, чтобы контролировать развитие человечества. Фактически не развитие, а пускать человечество по одному и тому же кругу самоуничтожения. Нам это нужно, потому что тот, кто не понял своего прошлого, вынужден пережить его снова. Плюс, прежде чем мы приступим, помните, на главной странице канала есть ссылочки. Если вы на них нажмете, то увидите там ссылку на Telegram. Там больше информации, можно поделиться, меньше цензуры. В ТикТоке все лаконично. И есть ссылки на все мои социальные сети. Вот яркий пример того, кто же вами сегодня управляет. Кто же владеет вашими мыслями. Слева и справа перед нами как раз египетский бог зла, огня, царство грешников и покровитель мертвых Сакар. А в центре как раз стоит его современная копия, которая названа Оскар. Как вы понимаете, это все не случайно. Все эти адепты тайных обществ, получающие тайные знания о прошлом, просто их интерпретируют в наше время, выдавая их за что-то новое. А по факту это давно существовало. По факту нами управляют те, кто управляет, и, соответственно, ведут нас по тому же старому пути самоликвидации. Это надо понимать, потому что подобных примеров множество. Как вы думаете, кто перед вами? Вы думаете, статуя свободы современная? Нет. Изначально это богиня преисподней Геката, которая, как вы видите на старых изображениях, похожа на себя, как и на сегодняшних изображениях. Кстати, свобода – это как раз отсутствие ответственности за свои деяния. А когда свобода – это соответствие деяний небесным понятиям. Как раз это тоже видно и на подобной фигурке. Вы думаете, перед вами Бэтмен? Нет. Это был демон-монстр по имени Камазоц. И это бог летучих мышей. На языке кичи его имя означает летучая мышь смерти. То есть оккультизм, сатанизм, засилье его в современной культуре, промышленности, обучении, медицине приводит к тем последствиям, которые мы имеем. Цивилизация в тупике, занимается только самоликвидацией. То же самое знаменитый Микки Маус. Опять же, не зря он был внедрен, потому что это один из образов демона в прошлом. Скорее всего, не просто так, потому что мыши портят запасы, они разносят болезни. Соответственно, не зря его и Уолт Дисней взял на вооружение, хотя, повторяю, в прошлом на разных фресках, в церквях, различных письменных источниках описывается подобное существо, как демон. Соответственно, он внедрен и в наше время. То же самое можно обратить на книгу «Проект Марс». Ее автор Вернер фон Браун. Да, он один из отцов немецкой программы ракетостроения, но после войны он стал отцом американской программы ракетостроения. Так вот, в чем же суть этой книги? В книге рассказывается о том, что предводителем марсиан был некий Илон. Соответственно, они этот сценарий запланировали, они его реализуют. И появился тот Илон, который реализует этот же сценарий в наше время. Хотя, там множество интересных сценариев реализуется, потому что слева вверху Джошуа Холдеман, американец, который сначала переехал в Канаду, позже в ЮАР, и в 30-х годах 20 века он примкнул к движению технократов. А справа вверху Говард Скотт, основатель этого движения. Так, что же они хотели? Они хотели суперамерику. То есть эта карта, которую нам предлагают сегодня как что-то опять же новое, когда Америка должна объединить в себе Канаду, Гренландию, то есть фактически всю Северную Америку, чтобы снова стать великой. То есть эти идеи давным-давно были известны. А этот Джошуа родной дедушка Илона Маска по маме. Видите, как его давно нет, а идеи все живут и начинают воплощаться в жизнь.
То есть они не впервые появились, ну, соответственно, реализуют они или нет, вопрос открытый, я думаю, реализуют. То же самое можно сказать и о сказках. Как бы сказка о Золушке, какая прекрасная, недавно, наверное, изобретена. 700 версий ее известно. Самая ранняя родом как раз из Египта. Золушку звали изначально Родопис, да, тоже сюжет с той же туфелькой. Ее как бы фараон заставил мерять золоченые сандали, но в изначальной версии она как бы была проституткой, она не теряла эту сандалию, украла орел, пока девушка купалась в реке. Она попала к фараону, он оценил изящество этой как бы сандалии и пустился в поиски хозяйки. То есть то, что для вас новое, ну, уже было 700 раз известно по всему миру, изначально из глубокой древности. Может, хотите печеньку с предсказаниями? Ой, это ж не печенька, это печень. То есть как раз перед нами гадание по печени. Одно из самых популярных способов заглянуть в будущее в Месопотамии. Примерно 2000 лет до нашей эры. То есть как раз внутри вот этих моделей печени как раз находится предсказание. И то есть это было известно давным-давно. Использовалось и прошлыми цивилизациями. Сейчас для вас это печеньки с предсказаниями. Ну, то же самое видим и в моде. Слева гравюра 1786 года, современная Венера. Или леди нынешней моды. Прошло фактически пару сотен лет, и мы вернулись к тому, с чего начали. То же самое, накачанные все места. И вот справа наша современная скульптура, как бы памятник современной женщине, побывавшей у пластического хирурга. Как вы видите, опять же, даже в моде все циклично. Слева финикийская или карфагенская культура. Примерно 3 или 1 век до нашей эры. Прическа Элвиса. То есть она давно была известна, использовалась. Элвис ее просто повторил. То же самое керамическая лошадь, которой уже 1800 лет. Династия Хань. Примерно 2-1 век нашей эры. Ну, это современные наши персонажи, веселые лошади, которые были давным-давно известны. То же самое можно и по технологиям сказать. Вот эта пивная бутылка, она находится в музее. А почему она находится в музее? Бокал, пивная бутылочка, крышечка. А потому что ей 7 веков. Это стеклянная бутылка династии Юань. Примерно 13-14 век. Вот. Опять же, повторение. То есть, анализ отпечатков использовался еще в древние времена. Примерно в 300 году нашей эры, во времена династии Цинь в Китае, правительственные чиновники брали отпечатки пальцев с места преступлений. Потому что они знали, что нет 2 одинаковых людей с одинаковыми отпечатками пальцев. Ну, а для нас это новые методы, недавно придуманные, а известны они 1000 лет. То же самое, гробниц в Китае древних огромное количество. Китайцы не спешат раскрывать их секреты. И в них обнаружены вот такие штангенциркули. А нам говорят, что как бы штангенциркуль это 17-18 век. Хотя древние строители их давно имели. И этим гробницам и сотни, и тысячи лет. И все равно в них находят инструменты, которые мы используем в нашей современной цивилизации и строительстве. То же самое можно сказать про математику. Философ-математик Лейбниц разработал двоичную систему счисления, которую наша цивилизация начала активно использовать в веке в 20-м, вступив в эпоху вычислительных технологий, основанных на этих принципах. Хотя перед вами книга «Перемен». Она как раз основана на двоичной системе счисления и позиционный принцип записи чисел там. Самые ранние тексты датируются ее аж 8 веком до нашей эры. Хотя, если посмотреть на правую часть слайда, то мы видим как раз, что из этих триграмм вышла и славянская письменность. То есть Китай это мы и есть. Китай это страна за стеной. Почему в Москве есть Китай город? А они чинайцы, которые опять же та цивилизация, которая перенимала знания у славянских народов, которые строили эти гробницы, пирамиды, курганы, как бы по всему миру и несли в том числе свою науку и культуру. Хотя вам скажут, что всю письменность придумал какой-то 1-2 мужика. Посидели и придумали. Нет, это все принципы, на которых работает природа.
числа. И, соответственно, все это получено путем, в том числе и наблюдения за звездным небом. Ну, в том числе из подобных вот триграмм. И вы их еще знаете, как квадраты Пифагора. То же самое можно сказать и про Индию. Известно, что еще в 1500-х годах были записаны системы исчисления, которые демонстрировали бесконечное расширение тригонометрических функций, систему сложных вычислений. То есть то, что фактически мы смогли повторить лет через 400. А по факту это давно было известно в этих регионах, потому что там распространялась ведическая информация, ведические знания. И ведические знания эти древние, они зафиксированы в том числе и в барельефах. Вот каменная резьба на стенах индийского храма Тамил-Наду. Она изображает процесс зачатия и рождения человека. Разные этапы беременности никого бы не удивили, но там показано изображение оплодотворения, что просто невероятно. Как за много веков до УЗИ и микроскопа на храме, который считается, что ему возраст 6000 лет, высечен детальный процесс, как клетки встречаются, сливаются и вырастает эмбрион. То есть перед нами как раз циклы высокоразвитых цивилизаций, которые жили, развивались, погибали. Мы фактически проходим те же циклы. Почему нужно знать забытое прошлое, чтобы иметь будущее, чтобы не повторять эти ошибки. Ну и помните, повторение информации, мать учения. Новая информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно, скачайте его. Все ссылки на использованные материалы, как всегда, в описании под видео. Нажмите кнопочку «Еще», плюс интернет вам в помощь. Ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим видео в социальных сетях, так как будет увеличиваться как раз здравомыслие. Ну и помните, в конечных заставках есть продолжение данных тематик, где можно найти больше информации на эту тему. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.